я ему что-то сказал, ему конкретно, и все это восприняли как на всю нацию, знаешь. Ничего такого не произошло, я к нему 2 раза подходил. Первый раз это было на завтраке утром, я к нему подошел, я говорю: ты что газуешь? Я вот сидел на трибунах, и я своему другу говорю: слушай, говорю, я там могу с ними конкурировать, я отвечаю тебе, говорю. Я еще вода его пишу, потом там, знаешь, слушай, подпиши меня. Если это турнир, бой 5-раундовый, я дам все равно как бы преимущество Раисову, знаешь. Винишиус круто, я не знаю, он 1,5 часа лапы бил в раздевалке. 1,5 часа, как можно лапы бить, скажи, да? Это ужас просто какой-то. Вообще не умеет газовать, пацан. Там желание бешеное было драться там в UFC. Камар Усман всегда имел желание подраться, знаешь. Всем приветствую, сегодня у нас на связи боец лиги ACA Узейр Абдураков. Узейр, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Поднял, Вы обнял, как? вкусно. Вы как? Нормально, все отлично. А? Все хорошо? Да, все отлично, шикарно все. Мы с вами Мне последний раз очень. виделись на турнире ACA 181 в Санкт-Петербурге. Я знаю, вы тогда впервые были в этом городе. Как посетили этот город? Какие места увидели? Знаешь, много чего не успел увидеть, но город такой очень в своем ритме. У него нет такого скоростного режима, как в Москве. Он спокойный, культурная столица, вот прям как сказано, так и есть. И еще меня встретили мои земляки, там, ну, мои односельчане даже. И за короткий срок, перед тем, как в аэропорт поехать, они меня туда-сюда отвезли, показали, домой привезли, накормили. И прям тепло, и, знаешь, внутри тепло было, когда я оттуда уезжал. Очень приятно было. Как вам бои, как турнир? Я бои, знаешь, сколько боев я посмотрел? Боев 4 или 5 посмотрел, и этого Эльмара бой тоже посмотрел. В принципе, я за ними проходил, как говорится. На самом деле, э, все думали, что Эльмар проиграет. Главный бой вечера, который дрался пацан. Но этот парень пашет в зале, всего себя отдает и с каждым днем набирает. Человек, который с каждым днем набирает, делает, и он выиграет, непременно выиграет. Сколько ты напахаешь, столько и заберешь. Мне понравился Эльмар бой. Соперник его охотился за нокаутом, думал, его проеду. Ну, парень показал, кто тут хозяин, как бы не было. Вы думали, что этот бой досрочно закончится? Удивило, что бой продлился все 5 раундов. М, Нет, не удивило. Не удивило. После крайнего поражения Эльмара у него там держак нормально так закреп. Челюсть у него нормально так закреп. И он маленького, мне вообще он кажется, что он килограмм на 77 должен драться. На 93 он как легковес двигается на этом весе, когда он форму набирает. На этом турнире еще дрался Жакшылык Мурзабеков. У вас с ним конфликт назревает. Сперва спрошу, как вам его выступление на этом турнире? Я даже не увидел это выступление, если честно. Ну, я знаю, если не ошибаюсь, он болевым выиграл. Вроде да. Знаешь, я скажу про него, он пацан молодец. Он знает, как двигаться, он знает, как газовать. Даже он, не зная языка, что-то пытается сделать. Это очень хорошо, и я знаю, что он непременно себя покажет, как бы не было. Не скажу, что какой-то конфликт назревает или что-то такое. Я ему что-то сказал, ему конкретно, и все это восприняли как на всю нацию, знаешь, как набросились киргизы, пацаны. Как бы не было, пацаны, это на одного человека было сказано, и не на всех. Они это просто воспринимают как на личность, знаешь, общее, как на общее воспринимают, как на массу. А так никакого конфликта нету, все четко, все хорошо. Пацан молодец, двигается правильно. Я также двигался в начале 6-7 месяцев назад. Я тоже газовал по полной. Я, как тебе сказать, м, людям, которые интересуются ММА, я им всем нравится. А людям, которые держатся в топах ACA, я им не нравлюсь. Как бы тяжело это не было, им не нравится, что кто-то дерзкий такой, кто-то их дерзкий есть в их дивизионе. Знаешь, я просто это сейчас чувствую, да, когда этот киргиз пацан газует там на этого, на то, на то. Знаешь, по чуть-чуть я это чувствую, то, что даже я чуть выше находясь него, да, именно в рейтинге, я чувствую то, что парень, ну, дерзкий, понял? И так же себя чувствует, понял? Топ-5 точно чувствует, что ну, им неприятно то, что какой-то дерзкий парень появился и ведет себя так, и, понял, своим дерзким поведением чуть закрывает. И их имя, их не ведь слышно, понял? А что вот в отеле произошло? Ничего такого не произошло, я к нему 2 раза подходил. Первый раз это было на завтраке утром, я к нему подошел, я говорю: ты что газуешь?
Он вроде так что-то сказал, но там ничего такого не было. Что газуешь, я ему сказал. Он повернулся вот так и там типа что-то еду берет. Я говорю, он мне говорит, мне сказали так делать, типа. Вот так было все. Ничего такого там не было. Ну, знаешь, я понял в тот момент, что он вообще не умеет разговаривать в том смысле. Я даже не знаю, он понял ли то, что я ли ему говорю. Такой момент был, знаешь. Ничего такого серьезного не было, там все нормально. После матча интервью он изъявил желание подраться с победителем вашей пары с Устармагомедом Гаджидаудовым. Смотря на исход боя, понятно, что с победителем он драться не будет в следующем бою. Но вот на будущее, вам интересно с ним, интересно вам провести с ним бой? Знаешь, я вот сейчас взял оппонента, у меня Устар. Пока я с Устаром, мне как бы, знаешь, дальше я и не думаю. Но если как по Устара пойду, как бы я там первым номером закреплюсь, да, я уже не я сказал, я не решаю, с кем мне драться, это решает лига. Я допрошу всех подряд, знаешь, дайте мне этого, дайте мне того, дайте мне этого. Мгм. Там было такое, там, Бага у соперника кушает за 2 недели, а я в неплохой форме был, я просился к нему, понимаешь. Но они говорят, там 70 килограмм, я говорю, 77 просто. Ну, такие моменты бывали, знаешь. Я со всеми хочу драться. Понял смысл? Но раз заговорили, 15 декабря в Москве вы будете драться с экс-чемпионом лиги Устармагомедом Гаджидаудовым. Интересно переместиться к истокам создания этого поединка. Устармагомед должен был драться с Эдилом Исагуловым 2 ноября в Санкт-Петербурге, но Эдил тогда выбыл с боя, и Устармагомед остался без соперника. Затем анонсировали ваш с ним бой, но только на 15 декабря. Планировалось ли, Узаир, ваше участие на этом турнире? Или до предложения провести бой с Устармагомедом планировалось ваше выступление на этом турнире? Ваше Знаешь, участие? я когда вот увидел, что начали сводить дагестанцев с дагестанцами, чеченцев с чеченцами, когда начали сводить в лиге, я четко начал понимать то, что мне тоже придется драться с дагестанцами, как бы это, ну, не звучало, да. И первым делом я беру это со стороны спорта, знаешь. UFC же сводят там россиян с россиянами там в Абу-Даби там. Очень часто это бывает, когда Шара будет с Арменом Петросяном, как Волков с этим Павловичем, ну, как я сейчас это я четко это начал понимать. В первую очередь я беру это как со стороны спорта, и, знаешь, для меня это чисто идти подраться, по рукам там и уйти, знаешь, как бы результат боя этого не был. И как только мне объявили бой со Старом, 0,3 штука в его сторону, знаешь, как бы не было. 0,3 штука, потому что я не могу сделать такому парню, такому простому парню, так 3 штук какой-то. Понятно, что победа в этом бою приблизит вас к титульному бою, но есть ли гарантия того, что в следующем бою именно вы будете драться за пояс? Нет такой определенной гарантии, что я буду драться или нет. Знаешь, там непонятно, когда бой будет, грубо говоря, э, Альберта Туменова с Вагаевым, когда они восстановятся, знаешь, когда все это пройдет. У меня не прошел год, это мой третий бой. 14 декабря Устар и Туменов дрались в прошлом году в Москве. В Москве дрались. Я на этот бой поехал посмотреть. Именно, я думал, ACA как бы лига немного, знаешь, такая слабоватая, я думал, всегда так думал, знаешь. Но когда я посетил турнир, я увидел весь ажиотаж, я увидел, как парни там рубятся, знаешь. Я вот сидел на трибунах, и я своему другу говорю, слушай, говорю, я там могу с ними конкурировать, я отвечаю тебе, говорю. Я желание имею конкурировать. Я еще Бадаеву пишу потом, там, знаешь, слушай, подпиши меня. Да, сюда, подпиши меня, понял, я ему 2 или 3 раза начал написывать. И в январе я подписался. Да. Вот сколько, 11 месяцев не прошло, я дерусь с тем парнем, за которого пришел поболеть. Это очень круто, я тебе скажу. Я четко начал понимать то, что мысли материальны, если ты над ними работаешь, делаешь действия. На этом же турнире состоится громкий реванш между Артемом Резниковым и Юсупом Раисовым. Кто ваш фаворит в этом бою? Ну, у меня нет никого предвзятые отношения. Артем тоже хороший парень, Раисов тоже прям достойный парень. Раньше у меня, знаешь, как бы было, с пару видео видел, на Резнику чуть такая неприязнь была, да, к Резнику. А сейчас я смотрю, там мы с ним общаемся, да, там мы в одном зале тренировались, там в отеле, когда турнир был, тоже мы с ним там минут 5 пообщались.
Прям такой простой парень, достойный парень, знаешь, да, но с характером. Раисов тоже с характером парень, да. И все равно, как бы не было, если этот раунд если этот бой пятираундовый, я отдам все равно как бы преимущество Раисову, знаешь. А если это будет трехраундовый, Резник может за счет своего давления у сетки поддержать его все 3 раунда. Ну, Раисова тоже так, как бы он там не слабоватый парень. В пятираундовом бою он может удивить. Он может в поздних раундах как бы нокаутировать, что-нибудь такое, или передышать. Но если в 3 раундах Артем Резников может удержать в сетке. А сколько раундов бой? 5 раундов или 6 раундов? Пока еще неизвестно. Как бы не было. До анонса вашего боя с Устармагомедом Винисиус Круз бросал вам вызов. Видели его обращение? Да, видел они какие-то беспонтовые у него. Вообще не умеет газовать, пацан. Я думал, он такой, а? Предлагали вам с ним подраться на этом же турнире? Не предлагали, не предлагали мне с Он ним просто подраться. сам Я хотел. сам, я просто сам хотел подраться с ним, ну, знаешь. Ну, как бы тебе сказать, хорошо дерется, но плохо продвигает. Скучный. Хочется яркого, ощущений. Вот с Сустаром, например, если в плане подготовки, да, там, если с Сустаром в плане продвижения боя, там, ничего, не охо, да, там, очень минус большой, да, но в плане боя это будет ярко. Это как с боем с Мехди Дакаевым, знаешь. Мы молчали, 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 и прям когда в клетку зашли, война началась. Я думаю, нужно этот бой, если в плане пиара не привез хайпа, он приведет в плане боя. Если в плане продвижения не приносит ничего лиги, да, вот, например, мой и у Стара бой, он не приносит ничего лиги в плане пиара в начале. Но я думаю, в плане боя он будет очень яркий, и за счет боя просто пиар затмим. Когда вы проводили бой с Анатолием Бойко, он на этом же турнире дрался с Виталием Слепенко. Как вам выступление его? Виталий Степенко, Яркий бой был. знаешь, какой был? Не скажу, что прям очень яркий это бой был. Винишиус круто, я не знаю, он 1,5 часа лапы бил в раздевалке. Мы еще смеялись, до боя он умрет на бой. Как можно было? Он горел, боялся Слепенко на самом деле. Он 1,5 часа лапы бил. Я 5 минут побил, все, мне на арену вышел. Знаешь, 1,5 часа, как можно лапы бить, скажи, да? Это ужас просто какой-то. Блин, мы смеялись над ним. Я думаю, если он в следующий раз поменьше лап побьет, он еще дальше может удивить. Бой такой, знаешь, Степенко сперва газовал, ну, пропущенный удар, все поменял, знаешь, картину боя. Он совсем другой боец стал после пропущенного удара. Я думаю, ему небольшой отдых нужен, перезагрузка, чтобы мозг перезагрузился, и дальше в бой опять с новыми силами. Вы часто бросаете вызовы бойцам, привлекаете внимание к своим боям. Вот медийная часть для бойца на своем примере, насколько это важно? М. Давай несколько случаев расскажу тебе. Сидит мой брат, там, борец, да, у него тоже в районе 2-3 тысяч подписчиков. И сидит мой друг, тайский боксер Эльбус. Эльбус его зовут, Османов. И обоим им говорю, слушайте, пацаны, продвигайте свой Инстаграм. Продвигайте, что-нибудь закидывайте, креативно делайте. Ну, достойно, креативно, аккуратно, знаешь. И как бы не было, я продвигаю, как бы, да, потому что я за это топлю. Эльбус тяжело, но начинает тоже продвигать. Эльбус Османов, тайский боксер. На сегодняшний день у Эльбуса 2-3 тысячи подписчиков. На сегодняшний день у Эльбуса синяя галочка. В районе 60 тысяч подписчиков, если не больше. Спонсоры свои определенные, знаешь, спонсируют его. А у Мухаммада борца 3000 подписчиков. И на главной странице машина как едет на скорости. Знаешь, публикация такая у него, да? Или на мойке, где он машину моет. И куда бы он ни пошел в магазин, Эльбусу сгревают вещи, одежду, мне сгревают, а ему нет. Понимаешь ситуацию?
Это очень важно. Сегодня тоже встречался с Басиром Саралиевым, боец СЕ. И ему тоже говорил, продвигай Инстаграм, продвигай Инстаграм. Это очень важно. На завтрашний день это твой хлеб, грубо говоря. Тебе там шмотки будут продвигать, витамины, это, то. Ну, как бы ты не тратишься на это, знаешь. Сэкономил, считай, заработал. Это очень важно на сегодняшний день. И, знаешь, твоя аудитория – это плюс, большой плюс для лиги. Потом в дальнейшем тебе будет легче, знаешь, даже если лига тебя будет воспринимать намного серьезнее. Намного серьезнее, интереснее, знаешь, и аудитория, и народ будет на твои бои подтягиваться. Я, как тебе сказать, я в Якутии когда дрался, год назад это было, в августе было, да, год назад примерно, плюс-минус. Я в Якутии дрался, я помню, после третьего боя арену всю закрыли. До главного боя вечера уже мест не было. Я не знаю, 3, 4, 5 тысяч там арена, ну большая. Переполнена, короче, Игла все. знаешь, иглсы все. А, Переполнена была. А в этом году провели, я пацану звоню, что, как, он говорит, ну не так густо, говорит. Не было медийных бойцов, которые там в Инстаграме газуют, это то. В этом году, вот сейчас недавно, пару дней назад провели. Он говорит, что, как прошло? Он говорит, нормально, но так, не так, как раньше не было, говорит, неполная арена была, говорит. Раньше вообще ужас, хаос был, говорит. Мне, знаешь, что показалось, что именно на мой бой, когда в Якутии очень много людей потянулось. Я на улице ходил, каждый второй ко мне подходил. Я как Хабиб в Дагестане, только в Якутии, знаешь, был. Ну, приятно было, знаешь, и я же оттуда начинал, я до сих пор представляю эту республику. И очень приятно то, что подходит, фыркается, желают удачи. А, Если в Хасавюрте, там, да, например, или в Дагестане мало кто подходит сфоткаться. У нас вообще ребята, которые с Дагестана, ну, многие так, а что я буду к ним подходить фоткаться, знаешь, типа такого всегда есть. Даже у меня такое было, знаешь, что боец сидит там такой, что к ним подходить, туда, что боец, что ли, он такой. Ну, приятно, как бы, мне было, когда подходит. Ну, еще момент, я говорю уже про именно про продвижение, да, пиара, Инстаграма там, или же там аудитории. Самое главное, что сейчас я тут с другом сижу, как бы, он мне напоминает, говорит, людям интересно, говорит, смотреть именно, как ты проходишь подготовку, как ты держишь диету, что ты кушаешь даже элементарно, да? Насколько ты встаешь. Все это интересно людям. Вот он как бы там, грубо говоря, как болельщик ММА, он мне это говорит, мне интересно, говорит, это, знаешь, как все, что это проходит. Они все это видят, им это все по кайфу, короче. это был не вызов, но вы еще изъявляли желание подраться с чемпионом дивизиона Альбертом Туменовым. Альберт в финале Гран-при будет драться с Абубакаром Вагаевым. Кто ваш фаворит в этом бою? Титульный бой, финал Нет. Гран-при. Знаешь, момент какой с Альбертом Туменовым. Один день я вижу видео, как Альберт Туменов выставляет. Что-то, говорит, в моем дивизионе мне вызов никто не бросает, говорит. Ну, как бы не было, как я чемпионом стал, все что-то боятся меня, типа такого, да. Но тут Альберту Туменову хочу сказать то, что тебе вызов никто не бросает, потому что у тебя есть объявленный бой с Вагаевым. Пока ты с Вагаевым, ну как тебе вызов бросать? Пустые слова, это на воздух, нет? И я тогда сказал, у тебя есть свои дела, закончишь их, дойду до титула, спокойно подеремся, как бы не было, знаешь. Сперва закончу, грубо говоря, свои дела. И человек, который именно там, я пришел там, тогда это было 6 месяцев, 7 месяцев назад, шел посмотреть их именный турнир, там, знаешь, а сегодня он в подкасте, в интересе, ну, в интервью говорит, типа такое, Узаир как раз там набирает обороты, ну, тоже интересно, можно было посмотреть этот бой. Приятно, знаешь, то, что человек, за который я еще UFC смотрел, чемпионом ЕСЕ является, уже упоминает твое имя. Круто, очень круто на самом деле. А чей бокс лучше? Подра... Как? А чей бокс лучше? В плане Альберт Туменов или мой имя спрашиваешь? Нет, Альберт и Вагаев. Вагаев хочет сильно вернуться. Это я четко понимаю. Альберт держит корону в данный момент. Именно в том смысле чемпиона, да? М. Тот момент, кто больше голоден. Вагаев тоже может его выиграть. Если я не ошибаюсь, Вагаев базовый боксер. Но борется неплохо, тоже переводит, знаешь.
Альберт Туменов, как Моисей попал, он здоровый, крепкий такой стал, более комбинационный стал, много выносливый стал. Борьба хорошая стала. 50 на 50 меня в этом бою, знаешь. Не Мгм. скажу, что там чей-то бокс там прям превосходит. Там. 50 на 50, одинаковый бокса нет. Знаешь. Ну, Альберт, думаю, чуть по разнообразнее, а так. Если по боксу посудить, наверное, Альберт Туменов. Бокс поинтереснее, Альберт Туменов. Не так давно вы были в Эмиратах, к предстоящему бою там готовились. Не было такого, что я там к предстоящему бою готовлюсь. Я же там после травмы отдыхал долгое время, и Абус Магомедов позвонил мне, говорит, Узаир, вот так, чуть спарринг-партнеры задерживаются мои, говорит, есть вариант, говорит, приехать, да. Помочь, подготовки, все дела, короче. Я говорю, конечно, вообще никаких проблем. Он говорит, когда? Я ему говорю, когда? Он говорит, самое обижающее время. Это на следующий день вылетаю, грубо говоря. Еду и начинаю по чуть-чуть помогать ему. Но у меня внутри, знаешь что? Первое, что у меня внутри было, я в свой режим спортивный зайду, грубо говоря, да, по 2 тренировки. Пока он тренируется, тоже буду тренироваться. И что самое главное, я наберусь опыта у другого человека, да. Как бы не было, Абус Магомедов, он человек, который очень много боев провел, UFC, ПФЛ, финалист он, и человек с опытом. И, знаешь, я много чего интересного у него видел. Я думал, я там супер профессионал, но когда им покажут тренироваться, много чего фишек хороших не видел. Так что, скажу так, я 2 зайцев одним выстрелом сделал, знаешь. И пацану помог, как бы не было, и сам подготовился. На турнире UFC в Абу-Даби вы присутствовали? Как? На турнире присутствовали UFC в Да, Абу-Даби? да, да, присутствовал главным был Абуса Магомедова. А. Так? Вот вы говорили, вот, что когда были на турнире ACA 168 в Москве, когда дрался Устрамагомед с Альбертом, вы замотивировались подписаться в ACA. Вот когда вы попали на турнир UFC в качестве гостя, опять же, а, повторились ли у вас те же эмоции, чтобы попасть вот в UFC тоже? Ну, стать чемпионом ACA, провести пару защит, а потом перейти в UFC. Есть такие планы у вас? Ну, знаешь, вот этот вопрос мне так часто задают, да. И когда я посетил турнир ACA и UFC, в ACA у меня загорелся, знаешь, что-то родное такое увидел, знаешь, своя родная публика, телевидение узнают больше, знаешь, двигаться по городу легче тебе, знаешь. В многих местах так дороги открываются, многие знакомства. А вот я 3 месяца в Америке провел, я просто честно хочу сказать, тяжело с нуля начинать. С нуля очень тяжело начинать. И я четко понимаю то, что если даже в UFC попаду, мне будет так 10 раз тяжелее продвигаться в UFC, грубо говоря, чем в ACA, знаешь, да? Потому что там языковой барьер есть, как газовать, понял, да, в смысле эти моменты. Нужно какой-то образ еще поддерживать. На момент, когда я там присутствовал в углу, было большое желание прям там драться, знаешь. Пошло для того, что это прям желание бешеное было драться там в UFC. Ну, приехал домой, заново все та же суета, тренировки, дом, там, эссей, все дела. Заново что-то эссей тянет, понял, типа такого. Но пока у меня дела в эссей, я об этом не могу думать, знаешь. И я тоже человек-боец Лиги эссей, и это очень будет некрасиво, если я там буду иметь желание какое-то в UFC попасть, знаешь. Я в эссей, я топлю за эссей. 100%. В данный момент так. А есть такой вот боец, с которым вам интересно подраться, хотя, ну, бой мечты, так скажем, Или какой? В Лиге эссей или что? без разницы. Ну, хоть принципиальный бой, или это такой спортивный интерес, просто бой мечты есть у вас? Такой боец, с кем хотелось бы Такой подраться? мечты нет, но есть желание драться с самыми лучшими, понял? Которых считают прям крепких бойцов, понял? Вот, например, люди же считают, вот, как его зовут? Чемпиона на 77, как его зовут? Альберт? На 70, то есть. Лучший А, чемпион. Парень, на ДГВ говорил. Али Багов. Считают же его одним из лучших, грубо говоря, самым сильным считают его, да? Ну, как бы не было. С ним почему нет? Подрался бы. Я хочу драться с лучшими. Альберт Туменов. Считаю же лучшим.
хочу с ним драться. И был момент такой, когда UFC это дрался, как его, на 77 килограмм. Э, Бывший чемпион, темнокожий парень, Эдисон? который этого... Нет. Как? 77. Камару? Ему Камару Усман. Вот с ним всегда имел желание подраться, знаешь. У него стиль такой был, знаешь. Я под этот стиль, короче, грубо говоря, очень хорошо работаю. И всегда было желание с ним подраться, короче. Типа удержать у сетки, лишь залежать ему было бы, наверное, тяжело.